Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Сегодня мы исследуем города-призраки, места, которые когда-то были полны жизни, но внезапно опустели. Что же произошло с этими населенными пунктами? Почему дома, когда-то полные смеха и радости, теперь стоят заброшенными и молчаливыми? В этом видео мы погрузимся в атмосферу заброшенных улиц, разрушенных зданий и опустевших площадей. Мы расскажем вам историю таких забытых городов, как Колманскоп, Крака, Плимут, Вилья-Эпекуэн и многих других. Вы увидите, как время стерло следы цивилизации и узнаете, что стало причиной их исчезновения. Готовы к познавательной экскурсии по самым загадочным и мрачным уголкам нашей планеты? Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. А теперь давайте вместе откроем двери в мир невероятного. Колманскоп, Намибия. Давным-давно, когда европейцы начали осваивать африканское побережье, в Намибию пришли немцы. Они решили там проложить железную дорогу, чтобы развивать торговлю. Затем в 1908 году при строительстве железной дороги местный рабочий нашел в песке алмаз. Поняв, что это кладезь драгоценных камней, многие немецкие шахтеры поселились здесь, и вскоре немецкое правительство объявило о добывании алмазов на этой территории. Так за несколько лет поселок превратился в процветающий город, построенный на сдержанный немецкий манер. Почему именно немцы основали город на африканском побережье? Потому что на тот момент Намибия была колонией Германской империи. Новоявленные миллионеры жили в роскошных трехэтажных виллах, средний класс в домах попроще. В городе были построены школа, больница с первым во всей Африке рентгеновским аппаратом, библиотека, казино с танцполом, спортзал, концертный зал. Была открыта первая на африканском континенте трамвайная линия. Кроме того, посреди одного из самых засушливых регионов мира немцы построили бассейн и фабрику по производству мороженого и лимонада, а питьевая вода доставлялась по железной дороге. Однако процветание Колманскопа было недолгим. После Первой мировой войны глобальный спрос на алмазы резко упал. Да и к 1930 годам алмазные месторождения Колманскопа были почти исчерпаны, и город начал приходить в упадок. К 1954 году люди покинули город. На его месте осталась капсула времени немецкой колониальной жизни, которую медленно нарушают пески пустыни Намиб. Арадур-сюр-Глан, Франция. Небольшой французский городок Арадур-сюр-Глан, что расположен в 2,5 часах езды от Бордо, является местом невыразимого ужаса. У каждого, кто впервые слышит его историю, кровь стынет в жилах. Давайте перенесемся во время Второй мировой войны. Тогда, несмотря на оккупацию Францией войсками нацистской Германии, в Арадур-сюр-Глан ничего не предвещало беды. Жители городка, удаленного от первой линии боестолкновений, вели мирный образ жизни. Рыбачили на реке Глан, собирались вечерами в парках, чтобы обсудить последние новости. Они и не подозревали, что в скором времени падут невольными жертвами кровавой бойни. 10 июня эсэсовцы окружили плотным кольцом Арадур-сюр-Глан. Всем жителям и тем, кто случайно оказался в городе и его окрестностях, было приказано собраться на деревенской площади для проверки удостоверений личности. После чего эсэсовцы отобрали всех мужчин, а женщин и детей загнали в церковь. Затем мужчин развели по амбарам и сараям, напротив которых установили пулеметы. Эсэсовцы, открыв огонь, стреляли в основном по ногам. Когда раненые мужчины потеряли способность двигаться, их облили горючим и сожгли заживо. Церковь, где находились женщины и дети, гитлеровцы тоже подожгли. Несчастные кричали от ужаса, пытались выбраться через окна, но их расстреливали из пулеметов. Но почему немцы устроили настолько кровавую расправу? Дело в том, что в штаб дивизии СС «Рейх» поступило сообщение о том, что в поселке Арадур-сюр-Глан удерживается захваченный партизанами немецкий офицер Гельмут Кемпфе. Как впоследствии оказалось, за день до прихода немецкого батальона Кемпфе действительно попал в плен, а ночью партизаны казнили его и сожгли труп. После войны руины Арадур-сюр-Глан остались нетронутыми как свидетельство жестокости, причиненной нацистской оккупацией, и как напоминание о произошедших событиях. Остров Хошима, Япония. Это не просто остров, а настоящий город-призрак посреди моря. Он также известен как Гункадзима или остров-крейсер, из-за того, что его побережье обнесено стеной, напоминающей со стороны борт корабля.
Остров Хошима расположен примерно в 15 километрах от города Нагасаки. До начала 19 века это была часть скалы. На ней гнездились птицы, отдыхали рыбаки. История начала меняться после того, как тут обнаружился уголь. После этого остров был оборудован комплексами для проживания шахтеров и их семей. С ростом добычи угля остров был расширен. Здесь построили высотные здания, промышленные объекты, морские стены. Половина острова была занята шахтой, другая – жилой зоной для работников и их семей. Жители острова вели обычную жизнь, несмотря на его маленькую площадь. Здесь были школы, магазины, рестораны, общественные бани и даже больница. Больше полувека остров Хосима был самым густонаселенным местом на планете, но сегодня он полностью пуст. В апреле 1974 года последний местный житель ступил на палубу корабля. И вот уже почти 50 лет в построенных многоэтажках живут лишь чайки. Почему остров опустел? Потому что, когда Япония перешла от угля к нефти, шахты стали убыточными и в конечном итоге закрылись в 1974 году. Жители уехали на материк в поисках новой работы, оставив после себя плотные комплексы, инфраструктуру и одинокий остров. Припять, Украина. Припять – это, пожалуй, самый известный город-призрак на планете. Ведь только ленивый не слышал о жуткой аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года. Покинутый город находился в Киевской области Украины в 3 километрах от ЧАЭС, неподалеку от границы с Белоруссией, на берегу реки Припять. Основали будущий город-призрак в феврале 1970 года. Одновременно начинали строить и Чернобыльскую АЭС. Однако первые ударные мощности строительства направлены на город-спутник атомной станции, так как около 6 тысяч строителей нужно было где-то размещать и кормить. Поэтому в первую очередь Припять был местом проживания работников Чернобыльской атомной станции. А со временем город стал важным транспортным узлом и центром пересечения нескольких типов дорог. Сегодня Припять находится в Чернобыльской зоне отчуждения, 30-километровой зоне, подвергшейся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. До аварии в городе проживало 47,5 тысяч человек. Спустя 36 часов после аварии, 27 апреля 1986 года в 13:10 по местному радио было передано сообщение об эвакуации. Жителей города вывезли на 1225 автобусах и 250 грузовиках к 17 часам того же дня. При эвакуации разрешалось взять с собой только чемодан с документами и одеждой, причем после обязательной проверки на загрязненность радиацией. Людям обещали, что это временная мера и все скоро вернутся домой. Но, как мы знаем, этого не произошло. После аварии город стал заброшен. Из-за высокого уровня радиации постоянное население отсутствует здесь до сих пор. Сегодня в Припяти регулярно организовываются экскурсии. Также тут можно встретить так называемых сталкеров, которые нелегально проникают в город. Крако, Италия. На юге Италии, в провинции Матера, расположен удивительный город-призрак. С 60-х годов прошлого века здесь никто не живет, но создается впечатление, будто горожане уехали отсюда лишь вчера. Древний Крако был основан еще в 8 веке до нашей эры греческими колонистами. В X веке город пережил новый рассвет, когда обосновавшиеся здесь монахи активно развивали сельское хозяйство. После Крако был частью различных феодальных владений царей, дворян и влиятельных семейств, но из-за постоянных природных катаклизмов итальянский город пришел в запустение. Первое землетрясение произошло в 1963 году и нанесло серьезный ущерб, разрушив множество домов. Оползень серьезно повредил город, сделав его небезопасным для жителей. Началась тотальная эвакуация. В 1972 году в Крако произошло наводнение, которое усугубило структурную нестабильность региона и оставило всякие надежды на возвращение жителей. Последний удар был нанесен в 1980 году, когда землетрясение заставило оставшихся жителей покинуть город навсегда. С тех пор странный город на скале стал туристической достопримечательностью и съемочной площадкой. Здесь снимались сцены не одного десятка фильмов, включая «Квант милосердия», один из эпизодов «Бондианы». Каякей, Турция. Сложно поверить, что заброшенный город Каякей всего 100 лет назад был цветущим и шумным мегаполисом из 1000 домов, нескольких церквей, мельниц, монастырей и школ.
Люди оставили Каякей в начале 20 века, и он до сих пор стоит пустым. Что же заставило население целого города бросить свои дома и уехать? Давайте разбираться. Каякей расположен на юго-западе страны недалеко от Фетхия. До 1923 года этот город назывался Левиси и был домом для тысяч греков, живших здесь в относительном мире с турками. Греки занимались ремеслами, строили добротные дома, украшали улицы и церкви. Турки, в свою очередь, предпочитали жить в долинах, обрабатывая землю. Турки и греки здесь жили бок о бок веками, но политика не оставила этому городу шанса. После греко-турецкой войны, которая длилась с 1919 по 1922 год, Турция и Греция подписали соглашение о принудительном обмене населением по этническому признаку. Так целые города и общины, населенные греками, были просто вынуждены бросать все и уезжать к себе на родину, оставляя после себя лишь опустевшие дома. Местные турки, привыкшие к плодородным землям, не захотели жить в таком городе, как Каякей. Он остался безлюдным, опустошенным и обреченным. Сегодня в этом городе вас встретят несколько сотен домов без окон, дверей и крыш. И, бродя по улочкам брошенного города, вам будет трудно представить себе, что здесь когда-то кипела жизнь. Теперь Каякей напоминает этакое место без души. Плимут. Монтсеррат. Монтсеррат – гористый остров в Карибском море и британская заморская территория. До 1995 года это было красивое место с невероятными горами и белоснежными пляжами. Теплое море, кокосовые пальмы, лаймовый сок, белоснежные виллы заморских богачей. Казалось, жители британского острова Монтсеррат обитают в тропическом раю. Но в один момент все изменилось. Судьба оказалась злодейкой, а рай больше похожим на ад. Летом 1995 года началась серия мощных извержений вулкана Суфриер-Хиллз, благополучно спавшего 400 лет. Лава и пепел накрыли южную часть острова и его столицу Плимут. К 1997 году вулкан превратил некогда шикарную столицу острова в слоеный пирог из пепла и лавы. Пирокристаллические потоки уничтожили не только Плимут, но и еще 20 населенных пунктов. 2/3 населения были вынуждены покинуть Монтсеррат, и половина острова превратилась в зону отчуждения. Там до сих пор опасно, ведь вулкан все еще извергается потихоньку. Кроме того, вулканический песок очень рыхлый и легко размывается водой. Поэтому Плимут постепенно буквально уходит под землю. Так, когда-то развивающийся старинный город стал местом по самые крыши домов, засыпанный пеплом. Кроме того, через многие дома прошел селевой поток. Со временем масса затвердела, и все предметы в комнатах буквально зацементировала. Плимут стал непригодным для жизни. Правительство официально покинуло город и перенесло столицу в поселок Брейтс. Дханушкоди, Индия. В середине пролива Палк между Индией и Шри-Ланкой находится небольшой удлиненный остров под названием Памбан, и он связан с Индийским полуостровом 2-километровым стальным железнодорожным мостом. Большая часть населения острова живет в двух городах – Памбане и Рамсвараме, расположенном на северо-западном конце острова, недалеко от материковой части Индии. Но полвека назад противоположный конец острова, узкая коса песка, уходящая в море, была также населена. Город Дханушкоди на юго-восточной оконечности острова Памбан когда-то был процветающим торговым городом, который соперничал с городом Рамсварам в размерах и населении. Джанушкоди был важным портом. Здесь проживали около 2000 человек. Были школа, больница, железнодорожный вокзал, церковь. Но в один момент все оборвалось. В ночь с 22 на 23 декабря 1964 года суперциклон, один из самых сильных штормов, когда-либо ударивших по Шри-Ланке и прибрежной Индии, ворвался на остров Памбан со скоростью ветра 240 км в час. Интенсивный ветер принес штормовые волны высотой до 7 метров, которые полностью уничтожили город. По меньшей мере 800 человек погибли в одном только Дханушкоди. Общее число погибших на острове Памбан составило 1800 человек. Оставшиеся жители были эвакуированы, и вскоре Дханушкоди был официально объявлен непригодным для проживания. Теперь это место похоже на настоящий город-призрак, полный руин великих храмов. А с высоты птичьего полета дорога в порт и вовсе напоминает край земли. Вилья-Эпекуэн, Аргентина.
Вилья-Эпекуэн – город, который расположен на берегу одноименного озера в провинции Буэнос-Айрес, в 500 километрах к юго-западу от столицы. Он был основан в 1921 году. Город и его восхитительное соленое озеро были популярным местом отдыха для туристов в Буэнос-Айресе. Водоем славился целебными свойствами, излечивающими такие заболевания, как депрессия и диабет. Тысячи туристов ежегодно приезжали, чтобы оздоровиться в соленой воде. Расцвет городка пришелся на 1970-е годы с появлением железной дороги, музеев и всевозможных магазинов. Но однажды все изменилось, и за маленьким городком Вилья-Эпекуэн уже давно закрепилось другое название – Аргентинская Атлантида. Дело в том, что в 1985 году Вилья-Эпекуэн настигло аномальное явление, вызвавшее на озере Сейш стоячую волну. Сейш прорвал плотину, а затем проложил себе путь через дамбу. Хотя затопление шло медленно, оно было основательным. В 1993 году вода поднялась до 10 метров. Сотни предприятий и бесчисленное количество домов исчезли под водой, как современная Атлантида. После затопления Вилья-Эпекуэн стал непригодным для проживания. Ведь вода начала отступать только в 2009 году. Город снова появился, точнее его руины, покрытые слоем белой и серой соли. О былой красоте напоминают лишь валяющиеся фрагменты исторических фасадов. Фордландия, Бразилия. Известный американский предприниматель Генри Форд был одним из тех, кто стремился сделать мир лучше. В начале 20 века его компания была самым крупным производителем автомобилей. На ее заводах практиковался полный цикл производства, то есть все детали и материалы выпускались внутри фирмы. За исключением каучука, без которого в начале 20 века невозможно было изготовить ни автомобильные шины, ни шланги. Почти весь каучук производился в Великобритании, в колониях которой росла гивея, дерево, сок которого был главным компонентом каучука. Англичане, пользуясь своей монополией на мировом рынке, диктовали цены на резину. Генри Форду не нравилось, что его бизнес зависит от цен, продиктованных англичанами. Поэтому он решил возродить каучуковую отрасль в Бразилии. Он выбрал место на берегу реки Тапажоса, нанял рабочую силу и очистил обширный участок амазонской земли, чтобы создать здесь каучуковую плантацию. Но Форд хотел построить не просто промышленный район, а создать в нем свое утопическое сообщество. Городок Фордландия был спроектирован как типичное американское поселение, перенесенное в джунгли. Здесь действовали американские правила, традиции и распорядок дня. Форд кормил жителей исключительно американской едой, расселил их в дома в американском стиле и заставил посещать исключительно американские культурные мероприятия. Также он ввел запрет на алкоголь, табак, женщин и посещение семей. Местных это не устраивало. К тому же территория оказалась неподходящей для промышленного производства каучука. Почва была бедной, а климат способствовал распространению грибковых заболеваний, уничтожавших посадки. Да и к тому времени стали появляться синтетические заменители натурального каучука, и необходимость в крупных каучуковых плантациях отпала. Несмотря на все старания Форда и его компаньонов, проект в 1934 году пришлось свернуть. После остановки производства Фордландия начала пустеть. В 1945 году внук бизнесмена продал город обратно правительству Бразилии за бесценок. К тому моменту из 10 тысяч жителей осталось не более сотни. В 2017 году в СМИ появилась информация, что в Фордландии снова появились люди. Опустевший город и его заброшенные здания приглянулись бездомным. Ну, хоть как-то пригодились. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, на какой город-призрак вы бы с удовольствием взглянули собственными глазами.